Всем привет! В самом начале хочу поздравить всех с Днем Победы советского народа над нацистской Германией, а также поблагодарить человека, который не назвал себя, но стал первым меценатом канала. Спасибо вам! Этот ролик я хотел бы посвятить танку Т-34 и людям, которые неразрывно связаны с ним. 34-ка наравне с другими танками встретила немцев в июне 41-го. Единственный сохранившийся Т-34, изготовленный до начала Великой Отечественной войны, сейчас находится в танковом музее парка Патриот. Главный конструктор танка Т-34 – Михаил Ильич Кошкин. Кто-то его знает благодаря документальным фильмам, кто-то смотрел фантастический боевик «Танки», но я бы порекомендовал посмотреть советскую киноленту «Главный конструктор». Производство танков Т-34 осуществлялось на 6 заводах в 7 городах: в Харькове, а после эвакуации в Нижнем Тагиле, Сталинграде, Горьком, Омске, Челябинске и Свердловске. До войны на 2 заводах было произведено всего 1225 танков, а в годы войны более 50 тысяч, что сделало Т-34 самым массовым танком за всю историю мирового танкостроения. Значительный вклад в наращивание выпуска танков Т-34 в годы войны внес герой социалистического труда Евгений Оскарович Паттон. За счет внедрения на танковых заводах автоматической сварки под флюсом, которая снизила трудоемкость изготовления корпуса танка Т-34 в 8 раз. В 1942 году количество работников на 6 танковых заводах превышало 150 тысяч человек. Причем на Нижнетагильском, Сталинградском, Омском и Горьковском заводах, основной продукцией которых были именно Т-34, работало почти 80 тысяч человек. В 1942 году на долю Т-34 приходилось более 50% от всего производства танков в Советском Союзе, в 1943 почти 80%, а в 1944 более 85%. Между прочим, по данным Главного автобронетанкового управления Министерства обороны, около 30% от всех танков были построены на средства, собранные трудящимися. Например, 30 декабря 1942 года глава Русской Православной Церкви митрополит Сергий обратился к архипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом о сборе средств на постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского. 5 января 1943 года состоялся обмен телеграммами между митрополитом Сергием и Иосифом Сталиным, который передал благодарность русскому духовенству и верующим за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Было собрано свыше 8 миллионов рублей, и на них построено 40 танков Т-34. Все они присутствуют на панораме. После приемки танки передавались частям Красной Армии. К июлю 1943 года численность танков Т-34 в Красной Армии достигла почти 9 тысяч, а количество действующих танкистов в экипажах 34-ок превысило 30 тысяч. Среди воевавших на Т-34 было немало снайперов-танкистов, таких как герой Советского Союза Дмитрий Федорович Лавриненко. Он на фото слева. Дмитрий Федорович воевал на танках Т-34-76 и в 1941 году одержал 52 победы в 28 боях. А вот герой Российской Федерации Василий Павлович Брюхов воевал уже на Т-34-85 и в 1944 году в Ясско-Кишиневской операции его экипаж подбил 9 немецких танков. Личных побед Василий Павлович одержал 28. Всего за подвиги в годы Великой Отечественной войны около 900 танкистов были удостоены звания Герой Советского Союза, а 17 танкистов дважды. Среди них и военачальники, начавшие воевать с первого дня Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза Семен Ильич Богданов встретил начало войны командиром танковой дивизии, а закончил войну командующим 2-й гвардейской танковой армией. В то же время дважды Герой Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский
встретил войну в должности командира батальона средних танков, а вот закончил войну уже заместителем командира 7-го гвардейского танкового корпуса. О танке Т-34 можно говорить бесконечно. Он принимал участие в битве за Москву, Сталинградской, Курской битве, участвовал в снятии блокады Ленинграда, освобождал Белоруссию, Украину и страны Восточной Европы, брал Берлин. Но все это было бы невозможно без труда сотен тысяч рабочих в тылу и тысяч экипажей на фронте. Я хочу, чтобы мы помнили, что в Великой Отечественной войне победили не пушки, танки или самолеты, а победили такие же люди, как мы с вами. Наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки. Спасибо им за это.